Итак, всем привет, дорогие подписчики, с вами команда UNIO Production, без Кирилла, но Кирилл сейчас уже в Москве, по работе, занят, так сказать. Давайте все пожелаем Кириллу удачи. Леша тоже сегодня, наконец-таки, так сказать, отошел от Лола. Мы сейчас с ним вместе сгорели в Overwatch, целых 3 катки, или 4, да, мы подряд проиграли? Проиграли 4 катки подряд, поэтому немножечко пробомбились, но сейчас мы с хорошим настроением готовы смотреть второй день Xbox. Не думаю, что здесь прям что-то будет прям сверхъестественное, но думаю, какие-то будут подробности касаемо Redfall покажут, возможно, что-нибудь про Starfield и... Опять посмотрим, что было вчера. И, наверное, этот будет как что-нибудь по типу вот этого анакрузиса, вот этого... Дай мне, пожалуйста, мой классик. Вот. Сейчас, собственно, уже включается на нашу с вами обычную сцену. И думаю, вот так включать и ждать 30 секунд, когда это уже все зрелище. Субтитры есть? Нет. На это они решили не делать. Иди к звук, сейчас это очень нужно. Статистика для сисозвона. Это врач такой? 8 секунд. Ну, ребят, сейчас Xbox, так сказать, камбэкнется после своего первого дня, который не особо, да, даже народу понравился. Все пололировали с того, что Starfield это просто No Man's Sky Skyrim. Сегодня смотрел Xbox Series X. Есть в наличии. Hey, we are a small И стоит, snippet кстати, of на 10 Squanch тысяч Games, дешевле, чем and Sony we are here PlayStation to 5. tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Плеере, кстати, Games за Showcase 68. Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? Like, is there one that's not extended? Не то extended. And that's why? We're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's Типа just они called рофлят с того, что without почему the это extended. типа шоу-кейс So that's just- называется Extended, типа There's the дополнительный. normal one. I know what this is. Типа Well, есть нормальный, а есть этот. part of it, nonetheless. Мы часть какого-то ненормального. Почему-то сразу вспоминаются первые выставки годов, так, 2010-х, 2005-х. Эффекты прям. Пау. Ну вот Redfall. Видимо, опять покажет. А это вот как его, No Feel Life, да, который от Рика и Морти. Forza Motorsport можете не показывать. Пожалуйста, можно что-нибудь новенькое показать? Я уже не хочу уже 3-й или 4-й раз уже смотреть на одни и те же трейлеры, на одни и те же игры. Нет, вот видишь, Halo вместе с Microsoft Simulator они вместе, да. Hot Wheels, Diablo 4. Hot Wheels вместе с Diablo 4. Ну, они сейчас показывают вообще все то, что они показали в первый день. Может быть, это типа фишка такая, может быть, это то, что произойдет в следующие 12 месяцев на Xbox. Это мы рады за владельцев Xbox. Ну, правда, тоже один из них, но такого. Ну, что, такое ощущение, как будто, знаешь, чисто коллекционку купили. Ну да, Так, да. чтоб лежало. Да, Ради ну, джойстика. Кстати, ну, джойстик тоже, знаешь, что это? Он половину стоимости джойстика стоит. Не, ну, я думаю, то, что, в принципе, если будут деньги, я думаю, что как раз таки к октябрю может быть куплен следующий Series X. Ну, посмотрим. Потому что 68-70 тысяч, в принципе, копейка. У нас дача такая из нового Макдака. Ну, собственно, хорошая презентация. Есть много о чем порассуждать. Ну, как вы думаете, новый Overwatch 2 старт? Комарик летает. Почти рукой его поймал. Сейчас прям в камеру. На! О. Не, вообще молодцы. Вот это вот лучше, мне кажется, вообще. Мне кажется, в презентация принципе, тех вот, игр. если бы вот так вот Логотипы все презентации просто- бы просто делали, я б даже Welcome кайф... to Xbox Прям Game Showcase начинается. Extended. I'm Aaron. This is Malik. And Ой, we это have прям the honor студия of прям та же diving самая, deeper которая into была some в of the этом. most exciting and talked about В прошлом году announcements, для Extended. as well as Только они на gameplay крестицах from the сидели. Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago.
For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the Вот next они 12 months. That's right, Aaron. You saw первая фишка, world то, что premiere Xbox именно будет gameplay from показывать Redfall именно, and ну, пока Starfield. показывали именно те игры, Today, we've которые got вышли Bethesda's own Pete Hines на, right here типа, to tell us будут more. выходить в You'll течение hear from 12 the месяцев, renowned это developers типа behind the ноу-хау. brand new Xbox franchise, our history Roadmap. Dive into Naraka Bladepoint with our partners at NetEase Games and so Ноу-хау, то, much что игры more. вообще But выходить first, будут у we Xbox. begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Сейчас Showcase мы будем with a message видеть from our реакцию very own фанатов на Phil Spencer. первый день Xbox. Почему? Блин, Starfield! За что? Мы этого ждали. No Man's Sky, Skyrim. А сейчас наш стрим покажут, да? I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community. Фил Спенсер такой, ха! То есть нас не позвали. Just a really special Нас не time for позвали. То есть мы everybody. вот это вот стримим, и, да, продвигаем, и главное в массы. Смотри, главное, все фанаты, так сказать, на одно лицо. Saving the world from the aliens or winning a football game, it's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? А Xbox, главное, закатали в этот стенд, чтоб не стырили. In areas they wish we would do more. I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said we want to see more gameplay, and so we said, okay. Они такие сидят. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of Мужик, тебе games, это from different kinds пролечиться of нормально. teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been это working что on за that. Today we obviously have Японские игры, Persona. да, на Xbox это персона. It's important to us. We not only have all the games Persona, coming да. from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea. Они for просто a типа game. сейчас на словах решили представить, потому что они в первый So день we say, like, показали. experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many. Слушай, вот Делать это, знаешь, это вот прям вот выглядит так вот, где вот ты вот любишь потусить, знаешь, такой тоже. Джоси халявный, Фил, здорово. Понимаешь, мы с тобой на одинаковых... О, новенькая, да? Давай. Это новый Skyrim. Ну это вот на Xbox One, наверное, потянет. Iron Gate Studio. За железным занавесом делают ребята. Это Valheim? Skyrim для бедных. Ну реально похоже на какой-то Valheim, Skyrim. Хотя Да. это уже реально больше похоже на Valheim. Да, скорее всего, Valheim есть. Просто я так и не поиграл, по-моему, это реально Valheim. Valheim. Valheim с дополнением Skyrim. А представляешь, если реально такой Redfall будет? Так очень сильно похоже прям поначалу было. За Нильдгар. Каких Valheim. О, понял? В PC Game Pass выходит. Вот для чего PC Game Pass нужен для Valheim. Мгм. Так он и стоит там что-то 300 рубасов. Неважно, это неважно. Купи подписку. Bethesda opened the showcase. Я хочу себе такую же картоночку. And closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at Причем, главное, там upcoming ничего не expansions for написано. Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend Сейчас они himself, будут нам Pete показывать Hines from Bethesda. DLC Pete, how are you? для... I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a Ну, month кстати, ago, вот you ты all вот announced зря delays на них for малируешь. Redfall and Такой один из Starfield. So I wanted to старичков, give you a которые chance to, реально like, вот остались. tell us a little bit about Старые the волки, decision-making тигры. process for that. Absolutely. Look, Absolutely. time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games сейчас он, and типа, making sure говорит, that что they вот мы are все going будем to meet our продолжать, типа, players' делать крутые expectations. игры, мы Obviously, the будем, last 2 years так have really сказать, challenged us from a людей development прислушиваться к standpoint. мнению How we наших work игроков. now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office, and that has an Ну, типа, impact. сейчас он говорит, I что also think сейчас we've они been thinking большинство about things like release dates работают не and в when do we офисе, а give those работают out, они в этом. and how do we make sure we на give one out удаленке. that we actually Видишь, hit как вот and don't have to change later. So загнивающий.
It's not something we тебя до сих пор undertake не могут lightly, but на at the щучке end of вот the так day, I think сделать. what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high-quality game, and we want to do everything we can to give our Да. teams the time to High quality. fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Redfall. Нет, это главная фишка игр. Они должны доставлять людям удовольствие и a little bit about the experience. pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. Суть заключается в том, что мне нравится, как он говорит, Arcane, они прям вообще крутые, они известны за то, что делают immersive sim, типа Prey, по типу Dishonored, но мы заставили их делать мультиплеерный шутер в Redfall. Also big believers in system space as opposed to scripted. Нет, я думаю, что там тоже она хорошая игра, но это, знаешь, как вот из разряда Battlefield от создателей Dead Space. Battlefield Hardline заставили именно Dead Space делать. Ни электрик, ни херлис. Нет, здесь тебя заставляют быть электриком. They want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. Это его любимая конструкция, да. That's all about. Super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other? I mean, look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, up to 4 players, and so immediately you might say, Три человека, которые три мы и есть. Don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple action game of the year awards for Dishonored, for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish. Почерк, так сказать, Arcane Studios and so I think all of those things we've talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo. Call of Duty взяли из Warface какой-нибудь Warface взял из этого. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do Как может быть один и тот же вид оружия, типа АК-47, как они могут отличаться от игры к игре? To help me get through Redfall. Can I put my name on that list? Keep me on that list. We need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't Показывайте уже игры, мне не интересны ваши разговоры. You know, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters, like Left 4 Dead, for example. Ну, говорит, типа, что люди, скорее всего, будут сравнивать игру с другими кооперативными такими шутерами, а-ля как Left 4 Dead. Типа, чем они будут отличаться, что типа уникального в Redfall будет. Вчера в Эссенте я поиграл. Да, я перевел. That would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities. And, ну, типа, фишка заключается в том, что именно здесь вы вынуждены будете реально комбинировать свои способности. Именно каждый участник группы будет задействован в игре, и тут кто-то заслакать не сможет. Короче, Overwatch только для одиночек. Again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off. Но это не значит при этом то, что вам прям вы вынуждены будете прям реально соблюдать все правила и жестко привязаны к своей цели и роли. Нет, вы сможете слакать. Мне кажется, что вот именно такого типа играх именно и должно быть. Именно кооператив должен быть такой, чтобы ты понимал, что ты должен выжиматься хотя бы процентов 90 для того, чтобы выиграть игру. В этом и есть смысл, в принципе. Чтобы играть на реакцию, а не то, что ты пришел и типа такой, ну я чисто по расслабончику пришел тут погулять с зомбачком. Не, ну тут опять же каждый... Не, конечно, вы можете просто в игре сделать там режим просто турист, как Сириус Сэм, это да, вопрос там ходить, просто гуляйте, но за это ничего не получится. За то, что ты играешь именно в тот режим, который подразумевается, именно такой нормальный хардкорный режим, который... Мне кажется, ты первый человек, который от хардкорного режима сгорит. Который именно показывает о том,
том, что эта игра, ну, она действительно бросает тебе челлендж. Игра без челленджа — это не игра. Нет, да, но она должна быть именно скорее на хардкоре и дальше. Если типа на нормале люди должны типа испытывать некоторые трудности, но не типа, что я тут на нормале должен так отдаваться игре, что это для меня работой станет. Потому что ты первый, кто от этого же взвоет. You know, to make sure you have a fun experience. And honestly, like that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've played for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is such a, as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. Перстень проверил, если у тебя такой блатной. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely. Мне кажется, надо субтитры выключить, меня они только смущают, если честно. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played those games, played the original Fallout, Fallout 2. Ну, скажу честно, в прошлом году как-то они сначала более грамотно начали, они типа начали сначала показали типа несколько трейлеров, и потом уже начали типа приглашать людей для общения, а здесь они такие решили, да ёшкин. Honestly, what's going on in Fallout 76 with the Pitt and your ability to continue Redfall, ну я про Redfall говорил, но я не думал, что они типа сейчас про The Pitt будут говорить. Meaningful player choice, and as you're going along, making decisions that kind of ну, то есть, говорят, что в этом DLC будут новые типа решения, важные типа всякие. Вы должны будете задачи выполнять, которые продвинут по сюжету. The incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want, and where Fallout 76 is now is truly remarkable. When you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly how much cool stuff is in store in the Pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute. Ему прямо jump in, типа, это очень крутая фишка, типа, он прям с такими эмоциями это говорит. Помни меня туда на ведущего? Какая фишка, прыгать в игре? Worthwhile causes, like я it's такой, not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're honored to interact with and be a part of every day. Ему сказать, что он должен быть серьезный. Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I gotta say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations. Он говорит, аж дух перехватывает, как он трейлер. Ты чувствуешь, как... Я охренел Just everything was so awesome. Да я вчера целый день охеревал. Ты вчера вообще такой, ребят, подтверждали, Лёш такой, йоу, это же Skyrim, только в космосе, я давно об этом мечтал. We talked about, and for every single one, you cannot pin за себя и за Сашку, и за того полторашку. Because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not вообще, вот, в моем понимании, это какое-то очень такое решение, потому что, ну, объективно говоря, ладно, это еще там лет 10 назад. Ладно, даже лет 5 назад. Но сейчас уже как бы в таких играх это уже какое-то странное оправдание, что вы хотите какое-то интерактивное кинцо, блин, дополнительное. Здесь получается много вживления в рот Now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's, and I think that's really where the magic of мы дали игрокам в Starfield инструменты, и все. Вы теперь создаете свою историю Starfield. Моя история будет отличаться от вашей истории. Сами теперь делаете игру. Вот вам движок. Look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean, and Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. Хотя бы, ладно, взлом замков хотя бы хоть что-то там оригинальное, видимо, а то не вот это вот.
you can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if... And then they try it, and then they Ага, он говорит, игроки должны играть так, типа, а что будет, если я попробую сделать это? И вот вообще игра заиграет другими красками. Знаешь, в РПГ ты подумаешь и сделаешь. В РПГ. Мне кажется, это инновационно. Innovations. But you could also be Breathtaking. exploring every planet and finding all of the good, and that's Надеюсь, okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool. Ну, здесь хотя бы приблизительно еще нормально видим лицевая анимация. Так, выбрали первый кадр, где хотя бы у него мышцы попадают в такт. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. Для меня эпично то, что, в принципе, нет неправильных выборов. Вы сами вольны выбирать свою историю. Как проводить свое время в этой игре. Не, ну давай ты тоже там это... Ты не знаешь эту игру вообще. Starfield. А про Fable-то я прям вижу, все тома себе купил. Кто разработчик Fable? Это как вот этот челик. Я даже не помню, кто разработчик Нокса. Да он в лол не играл, ребята, у него ассасина на АДК ходит. А у тебя какой ранг? У меня бронза. You can do that? Like, oh, yeah, you can do anything. Like that, I think that is... Мне нравится, он с ним делал так, типа... And when we say epic RPG, we mean all of the stories. You just gave me some ideas for stealing people's ships. So I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be... Он очень много экшена видел в игре. Вот это вот как он стрелял прям, и на джетпаке такой летит и стреляет. Даже в Киберпанке было экшена больше. It can, you know, a combat is a big part of that. Unless you decide it's not. Like, if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the outfit thing, and I just go off and pick flowers and make potions and, like, live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people that, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, you know, providing a lot of different skills that sort of determine how good you are in combat, combined with all the different weapons in the game, and ship combat, and all of these other things, it starts to sort of paint a picture of just how broad or how deep. Основная проблема, вот, на самом деле, вот именно для меня пока вот лично Starfield, во-первых, ну ладно, то, что это No Man's Sky и Skyrim, для меня основная проблема заключается в том, что не превратилось бы это, знаешь, в такую лютую нудятину, а-ля вот Assassin's Creed Valhalla, где ты вот реально просто бегаешь и несколько часов, сотен часов тупо просто зачищаешь однотипные миры по однотипным заданиям. Мне кажется, скорее всего, так и будет. То есть они вот типа вот показывают это свою косметизацию. Да, типа, и это круто, но вопрос здесь заключается в том, что, ну блин, если я захочу в такое поиграть, я куплю себе Star Citizen. Но я не хочу играть в Star Citizen. Нет, ну, опять же таки, никто не хоронит заранее игру, просто вот именно у меня есть опасения. Того, что, в принципе, Bethesda просто взяли свою формочку The Elder Scrolls, пытались просто другой сеттингс перенести. Если играть в это будешь, играть все равно будешь, что я в это играю. Ты знаешь, такой, ты засыпаешь, типа, сразу стрим взрывает, типа, там, 100 человек заходит, комменты пишут. Лев такой просыпается обратно, а что, и люди уходят. Так, Redfall. Вот так вот тебя не разбудить донатами, да? Давайте попробуем, ребят, давайте вот попробуем разбудить Леху донатами. Сейчас такая посылка опять от Максима. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Куда ты на надежде смотришь? Закурисье. Naraka Bladepoint.
哇，哦，加入， We are glad to share Naraka Да лучше давайте уже. online multiplayer Это action уникальная мультиплеерная онлайн all экшен around игра, the globe. где все игроки на большой карте Infinite и State Studio 24 Entertainment присоединились, типа объединились с Microsoft, чтобы перенести Naraka Bladepoint на Xbox. Вы можете на него поиграть на Xbox Series X и S и на винде на следующей неделе. Мы также добавили игру в Xbox Game Pass. Платформу с большим количеством игроков. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so И команда не нужна, она вот так же вот будет стоять. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters with unique personalities. Понял, Лёш? Рейндж дамагера тут уникальный. Civilizations and cultures. Из разных цивилизаций и культур. Allow for a great degree of strategic play. Здесь просто great strategic игра, понимаешь? Тут должен комбинировать мили атаки и рейндж атаки. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat. Katanas at the ready. Or maybe you. Хочешь ты играть за ассасина, за самурая, играй за самурая. Хочешь играть за ассасина, играй за персидского ассасина. Своим хуком ты можешь летать между вот этими всякими зданиями. You can also party up with friends. О, аймеры просто стоят, кемперы сраные. Вот ты такой бежишь, нормально, мужик с катаной, японец, видишь, там кемперы просто стоят, ты харакири себе делаешь. А они в тебя попасть из 30 стрел не могут, потому что они играют на Xbox. Опа, пау. Опа, это же Ясу, это Йоне. А это Грейс. Тристан. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior or cast fireballs as a sorcerer. Rush in, типа, понял, типа, рашишь ты в бой. We can't forget to mention our unique face customization system. Также не забывайте о нашем уникальном стилизации лица. Хей, всем привет! Нетморс, здорово, добро пожаловать на стрим. Фил Спенсер делает. Фил Спенсер никогда еще не был таким азиатом. Ну вот, Леха, разгонишь. Зрители подходят, давай. Чпан. Не, просто меня бесит то, что я должен уже который раз смотреть те же самые игры, которые мы уже не то, что даже уже не раз смотрели, даже уже не два, уже не три. В прошлом году еще было. Это сейчас, тогда это просто выходила игра, сейчас она выходит на Xbox, это другое. Вау, а может быть она еще выйдет на Nintendo Switch? Еще будет, да. Эй, Switch? Короче, в эту игру... Посмотри, рейтинг бронза 5 у разработчиков. Ты поиграть научился, что ли? Это он сказал, что это casual. Ну, кстати, то, что они еще, так сказать, PvE контент, видишь, добавляют. Оказывается, ты можешь... Ребят, надо просто делать как? Вы добавляете компанию и называете игру Naraka Bladepoint 2. И выпускаете ее через 3 года после того, как вот объявили о начале кампании. Но забрасываете первую часть. И 3 года игроки ждут вторую с компанией. А потом, через 3 года, вы говорите, что вторая часть бесплатная, и пока про компанию говорить никто не будет. А? Очень такая, да? Попахивает. Ну-ка, ребятушки, напомните, пожалуйста, нам в чатике, про какую игру мы имеем в виду. А оказывается, видишь, вот можно вот так тоже сделать. Видишь, можно добавить компанию в саму игру и не называть ее второй. Naraka Bladepoint, уважение хотя бы за это. Ладно, спонсор. Очень. 20 июня выходит на Xbox Series X. О, что-то новенькое, давай, Леха. Xbox Game Studios and Ox Games Production. А мы UNIO Production. А, нет, это ничего не новое. Сорян, можешь спать дальше. Это же наша... Это Арра! Это опять вот это вот сейчас. Встреть всяких времен, вы сами творите свою историю. Не, это сейчас. Это же Legendary Series. Yeah, it's Legendary Series on our platform. Xbox, Microsoft buy the studio for
creation this motherfucking game. Нет, больше стратегии, миру стратегий. Потому что экшены задолбали, однотипные, открытые миры задолбали, сейчас скоро и стратегии задолбают. Но у них хотя бы еще есть шанс. Это твой мир прямо сейчас. Ара. Нерассказанная история. Присоединяйся к инсайдерской программе прямо сегодня. Играйте день в день выхода в геймпассе. Так, но она уже больше мне нравится, чем тот. Я надеюсь, что сегодняшнего рабочего дня я пришел не посмотреть просто на те же самые серьезные трейлеры и разговоры просто с разрабами этих игр о том, что они думают о своей же игре. Это будет рассказы, ты не знал? В прошлом году смотрел эти вот такие вот, просто показывают трейлеры, типа заходят из что типа давай побазарим. Ты в прошлом году смотрел, как мы с Кириллом стримили? Вот. А на крузе свой, когда ты пересматривал, ты же видишь, что он там с кем разговаривает? And our goal is to push strategy games to the next level. Что вот мы именно очень большинство типа вещей брали из цивилизации 5. Но цивилизация 5 до сих пор большинству фанатов нравится именно цифра 5, потому что многие, ну типа вот 6 она слишком, ну, типа, 6-ю часть очень многие слишком, знаете, считают детской, что ли, именно в плане графическом. И здесь вот видно, что да, действительно, ара, History Untold реально больше именно идет в историю цифры 5. Who really enjoys history is bringing like all the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices ведущая спросила, вот вы хотите объединить в этой игре там все периоды, все цивилизации в одно, но как это отразится типа на экспириенсе игроков? И сейчас она ей отвечает. And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way, and so you're going to see your citizens. Ну, конечно, вот именно вот само вот развитие, именно мы работали над тем, чтобы вы чувствовали, что ваша цивилизация типа развивается, и вот визуально именно все вот у вас как бы изменяется. Ну, короче, как то же самое, как в Пилмуканде, не знаю, почему он именно это обратил внимание. And so it's a very large technological constraint from doing something like that, but we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. Единственное, конечно, вот, с одной стороны, да, они пошли в сторону цифры 5, но другой вопрос, почему-то как-то мне не особо именно нравится визуальный стиль в плане того, как они детализацию произвели. Ух, как ты услышал, ты его даже не слышал. So let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it, because I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, you know, for a long time, and so now шанс we'll именно получить доступ к закрытой альфе. Thanks for having us. Видишь, наказан просто. Вот Grounded, на самом деле, мне не особо понравилось, что в плане этого трейлера, что это сейчас вот про этих вот мелких детей будет сейчас рассказывать. Про каких мелких детей? Которые в растении. С пауками дрались? Да.
Там было написано Coming Up Grounded. Obsidian Entertainment. Ребята, давайте там уже Fallout New Vegas 2. Пора. Ну что это за херня? Ну что это такое? Ну, можем сказать, надо сделать детскую игру. Вот они пытаются как-то именно сыграть на этом. Очень неплохо. Детям тоже надо играть. Не все ж такие, как Дайте им ты. Fortnite 2, я не знаю, там, что-нибудь такое, они эту херню Вот ты любят. представляешь, вот если твой ребенок будет Fortnite 2 всю жизнь играть. Ну пусть играет. Ты ж первый суицидник. Пусть просто играет, не отсвечивает. Нормально, смотрите, как вот это боевая система. Да ладно. Вот, смотрите, просто душнило. Прям Naraka Bladepoint 2. Прям душнило. Вот люди сидят, работают. Блин, я хочу себе такой стаканчик пафосный. Он один сидит? Он дома сидит. Они все на расстоянии работают. Лол, меня снимают, а я дома. Они вдвоем дома. Шведская семья, получается. О, кстати, как прикольно, вот именно сама система разрушения стебляка была. Но, честно могу сказать такое ощущение, так. как будто я это в рафте где-то уже все видел. Не, рафт говно, Лёш. Фу, для детей сделано, Вы для мне кого рафт нормальные игры. дополнение уже дайте, пожалуйста. Я хочу закончить историю рафта. Да ты закончишь быстрее. Нахер мне эти ваши паучишки... А мне нравится. Вы знаете, вот почему-то вот именно вот сейчас вот Леша начал душнить, и мне прям понравилась игра. Я понял твой эффект. Ты специально, да, чтобы мне понравилось, ты начинаешь душнить. Ой, это Тёма еще, я прям вижу, на каком Тёма еще играл бы. Там один монстр в виде паука. first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses. Вот муравей. Termite King and the assistant manager. But in this trailer, вот робот. Помощник менеджера. Вот Богомол. To finally show off the Mantis. I know that's been a big ask from players. Кстати, вообще прикольно реально выглядит. Именно по трейлеру это непонятно, я как понял, что именно вы будете даже не то, что выживать, у вас будет несколько боевых систем, то есть от роли вашей в команде, кто-то там будет именно миличник, кто-то будет такой рейнджевик. Ну, говорят, типа будет много всяких секретов, которые вам нужно будет раскрыть. Super crazy. And then the next milestone of 10 million players still being Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how... То есть, я как понял, изначально игра была в бете какой-то, потому что я ее помню, и Кирилл мне про нее рассказывал. А это именно, я как понял, они уже сделали игру уже как полноценный выход. Along the way, it's been Лёха чили. Finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all of the fan support. I agree. Best community ever. Yeah. Full game available in September. Прикольно, прикольно, прикольно. Microsoft Flight Simulator. Вот это сейчас Лешин любимый будет сейчас обсудить. Ой, это же ведущий первой трансляции в прошлом году. Летишь такой себе. Знаешь, такой сам такой хоп, рычажок дернул, и вы упали. Воу, воу, воу. А, кстати, он у него же и брал в прошлом году. Он же у него же брал этот, как его, интервью. О. Тахо. В феврале Тахо. Америка! Давай в пятине, два дебила. USA! USA! Такие вещи не говори. Oh, Йорк, что это за место? Ты увидишь. Ха! Где авиация?
А не ж помнишь, типа, 40 anniversary, типа, версию, типа, про старые самолеты винтовые. О! Это прям какой-то злодей такой типичный. Спасибо, что приняли меня. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Пока только ты душнишь. And I was looking for the spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature. Смithsonian — это название этого самолета. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost Капец, он серьезно, как будто в музее работает. Тут поняли, типа, он действительно работает в музее. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in the center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. Так сверху посмотрели, там быстренько нарисовали, все пихнули, сразу добро пожаловать. All right, you guys have never been here before, right? This is my first time. Итак, ребята, вы здесь никогда не были до этого. Stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Давайте теперь мы посмотрим на каждый самолет. Check this out. Ага, смотрите сюда. Это мой любимый самолет. Йога 52, 52. Это Йога 52. О, Боинг 707. Капец, он прям вообще, я говорю, вот это прям типично слева, типичный злодей любого, знаешь, такого дешевого сериала. Он еще и в музее работает. Сейчас начнем с самого такого типа, популярного самолета, Iconic. Каноничного. What else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. Concorde. А Concorde как раз американский, да? Боинги это европейские. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, America. aerials, new missions, new airports, new everything. And as always, it's free. And check out this beauty. Вот это анимация, если он говорит, что это все free. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already have in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have two more World Updates, one in August and one in October. And then in November we have the big Мне эти предметки даже больше понравились, which чем will be an обычно. absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Вы не обращайте внимания, ребят, мы просто тут о своем. Пока они там о своем, мы тут о своем. Не, ну а что, ну самолетики, ну кто играет в самолетики, ребят, ну кто в самолетики играет? А как же это? Ил-2 штурмовик. Готов извиниться? Давай, вот микрофончик прям, извинись. Давай, Ил-2 штурмовик — лучшая игра. Лучший военный авиасимулятор. And then the last one is we're bringing the biggest deal for simmers, a brand new Ладно, прощаю. By a brand new partner called UNIO, a great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them. Да и то он не душнит, в отличие от некоторых. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now, how do I get this? Нет, объективно говоря, я просто не играл во Flight Simulator, но я понимаю, что это чисто вот игра, чтобы полетать полчасика, посмотреть на виды и... Да. Я бы чисто вот такой взлетел и до Волгограда, да? И смотрел бы дестабилизацию расхераченного бы самолета. Дестабилизацию или детализацию? Деструктуризацию. Декристаллизацию? National Air and Space Museum. О! Today was a good day, but now. Сегодня был хороший день.
А теперь мне нужна скорость. Я иду в опасную зону. Top Gun Maverick Expansion. Понял, Леш? О! Чураско. Не, в Испании классно. Если я куда-то хотел бы, вот наверное, единственное место, где я хотел бы за границей жить, это, наверное, два места. Это Зальцбург и, наверное, в Испании где-нибудь. Алёша понравилась Чехия. А, похож, а? А, видали? Видали? Типа, Хейла. Эти клюнь испанцы все так разговаривают. Вот они реально, у них слова за секунду пролетают все. Слышал? Эх! Коррида! Una familia, по-моему, это что-то про именно семью. Вот она, неформалка. О, High on Life, это как раз от Рика и Морти игра. А, это вот кто рофлил. Action, adventure, comedy, Metroidvania. Вот мне кажется, вот левого парня его что-то недолюбливали в школе. A little bit like Microsoft Excel. Лёх, ты теперь Bounty Hunter. Кстати, по-моему, предыдущего именно за этот трек прилетело. Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So, Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Это сценарист. I'm obsessed with games. Это генеральный директор. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make, but just never thought I could ever. Это просто за компанию, даже титров нет. Don't. I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to Он говорит, типа, у меня вообще нет никаких способностей к игре, я просто вот is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play, and that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover, and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, you know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. Yeah, this is Там a просто triple живое оружие с этих инопланетян, а не лицо, которое с тобой разговаривало. This evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one древний with the эксперт. talking gun and stop them. And when you select Вообще это чисто пушка Мэй. you're gonna go after, like, Снежками стреляешь. opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game? Ты можешь нам что-нибудь рассказать именно об игре? So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mike Spano, who is our art очень director, крутой him and I worked like a ton инопланетный мир. on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in Не, this space, арт-дирекшн реально хороший у игры. Мне нравится визуальный стиль. Такой правильный, знаете, вот а-ля The Gang, который вот был вот у них недавно, обзор на канале у нас можете посмотреть. Вот приблизительно очень сильно похоже на это все. Но, а так если посмотреть, то, ну, достаточно типичное представление. Если бы мне сказали что-нибудь про инопланетян в космосе или какой-то такой неизвестный цветастый мир, я, наверное, то же самое бы... So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat Говорящее like оружие. on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel. And together, you got to stop the bad guys.
Да, мы должны остановить плохих ребят, Леш, с помощью этого оружия. Типа у игроков большой экспириенс на тему того, какое их любимое оружие по итогу будет. Вот этот вот Леша был бы любимый. You'll see things that you would have been able to такой самый типичный. Вот чем он стреляет. So we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? As a studio, we are attempting to bring A-level adult comedy into video games. Something I love about Squad is we would put a lot of effort into things that a lot of other people wouldn't bother with, like a single small joke that 5 players might find. Мультиков делают. Серьезный юмор взрослый. I love that stuff. I love like edge casing and like. It's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way. В всяком случае, у него есть дом с бассейном. Он может говорить о таких вещах. Вот у кого есть дом с бассейном, он может что-то говорить. Нищеброд. Зато у них нету... You can skip it all. We worked really hard on it if you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know. Yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Все мы знаем, что этого не сделаем. Даже если надо было бы. Надо мной, да? Твоим планом хана. Сумо, Лех, это сумо. Ну что, новенькое что-то? Похоже, кстати, что этого не помню. Что это такое? State of Decay покажут? Что это, резня бензопилой? Это... Dead by Daylight. Ой, это подземелье Рэмбо из последней части. Помнишь там, как он в этих... разрубался пацанов? Это не же, это резня бензопилой. Или это этот... Кожаное лицо. Да, кожаное лицо похоже. Ну да. Техасская резня бензопилой. В 2023 году выйдет. Ну вот, что-то новое ты хотел. Лучше не видел. Ох уж эти скептики. Хейтеры. Мне не нравятся эти сииры. Вот твоя любимая игра, давай обсуждай ее, давай. Не, то, что ты мне говоришь, тебе что, вот разве не понравился это? Kingdom Come Deliverance, вот это же твоя любимая игра, Лёш, смотри, стиль такой визуально, прям, версии. He gets involved in a series of murders and Он в монастыре scandals лишь сидит. and tries to unravel them over a period of about 25 years. Давай, как тебе? The name Pentiment, it is specifically referring to Капец, он забит, он сколько ходок имел. painting underneath the picture you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. Его коженьки без доклада пускают. But also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Ну, скажу так. Возможно, кому-то понравится. Я просто не особо люблю подобного рода игры, по той лишь причине, что у них на самом деле нет такого, знаете, именно баланса, на мой взгляд, в плане духоты игры. То есть, знаете, вот она очень долгая, она вот будет прям очень долго разгоняться. Да, визуальный стиль прям будет мощный, какие-то загадочки даже будут интересные, но это вот будет все вот буквально часа 3 тебе интересно, а потом тебе уже начинает это надоедать. Что ты ноешь? Referencing as far as the narrative, but also ну вот она говорит, что вот мы типа сделали упор на сюжет. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that. Из чужого, которые... Не, вот знаешь, вот на сериалы где-то вот 80-х, 90-х годов таких. Не, я думаю, что из чужого, который это...
О, Леху прям уработали. Чпан, чпан, чпан. Леху уработали просто. Аминь. Ну, скорее всего, такую игру нам ключ дадут. Поэтому... Молодцы, работаете. Не то, что мы вот тут сидим, жопу просиживаем, критикуем. Да? Even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. Да потому что они фильмов наснимали, вот эти... Теперь еще игру сделали. Ну, игра-то первая. Что-то я не помню. А, блин. Что-то она мне тогда вот не особо зашла. Мне вот это очень... Именно, да, прикольное. Вот это вот типа... Ну, это не... Это интерактивное кино. Но, блин, вот это вот визуальный стиль мне не особо зашел просто. Да-да-да. Типа у интерактивного кино есть, да, такая прикольная фишка, то, что вы можете в компании сидеть и пытаться вот как бы персонажа направить, как вам всем хочется. О! And about sharing these stories with the people you love. I think we should stick to the plan. Yeah, stick to the plan. I took my... То есть они каждый делают выбор своего собственного персонажа. Похоже на такие ТВ-шоу, как Фарго и Breaking Bad. Это даже кота уже за это. Мне прикольно, но это, короче, нет, именно сам вот визуальный стиль не особо зашел. Ну, типа драма, взаимоотношения, все роляет, все решает. Да хватит над котом издеваться. The game deals with very mature themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an... Как только я надел наушники, только сразу от него отстал, и такой типа, вот давай... I only gotta yell and my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen. Ты тормози коней, молодой человек. Mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona. Такая игра, вот если бы не вот эта вот рисовка, вот как вот она вот сама вот по себе, как я понимаю, вот это уже типа вот а-ля комикс, да-да-да, комикс. Вот игра, может быть, была бы вот прикольная, вот если бы она вот была бы вот как вот Detroit Become Human. Даже без каких-то там передвижений по городу, чего-то это, вот она была бы прикольная. А вот такого типа вот комиксные игры... Но они хотели просто быть оригинальными. Needed to help the character on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it, and then you get to like different story and different ending, and you feel like you actually. Да не волнуйся ты чего волнуешься? Это все нормально, хорошую игру сделали. Ну я надеюсь, что единственное, что если кто-то в это будет играть, то его не постигнет. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something about the player themselves, their values, and the way they interact with the others that they played with. I think for me, one of the really Почему ты сейчас это все говоришь? Ну, про то, что когда разработчики думают о том, что вот ты вот, короче, должен вот здесь сделать вот так вот, а не вот так вот. Поэтому тебя вернем нахрен обратно или вообще закончим. Ты в этом смысле? Да не. Был не верен. Это синглплеер и мультиплеер, даже, понял? Who weren't necessarily gamers. Gamers are going to love this game as well because Боже мой, как она старается затащить катку. In-depth story. But this game really taps into your life skills rather than your gamer skills. Puts everyone я знаю, но это Windows Phone для тебя, понял? Брось. Windows Phone многие были. Они просто технологии все выкупили, а их погулять выпустили. It's been a massive journey, and I can't believe we're just like so close. Ну, ребят, опять же таки, без каких-то прям хейтерских суждений, будем смотреть.
Возможно, прикольно, возможно, нет. Но уже по факту будем смотреть. Но, скорее всего, на эту игру тоже нам ключ дадут. До 8 игроков мультиплеер. Матерь котья. Вот это да. Let's check out what mysteries О, Лёха, хотел что-то новое. Давай, Лёха, давай про пурингов. are waiting for us in the new vibrant world of Slime Rancher 2. Ты даже знаешь первую часть? Да. Я не знаю. Там специально есть пушка. Давай тогда. Засасываешь этих. Комментируй. Кладешь их в разные клеточки, они там плодятся. Можешь комбинировать эти слаймы, к ним закидываешь там морковку, всякую херню. Ну, выглядит мило, во всяком случае. Нет, это прикольная, милая игра. Ой. Не, игру прикольно. Фига себе. Только это уже вторая часть. Да. Я не имею в виду, чем поменялся от первой. Кто его знает? Здесь выполняешь всякие задания, растишь всякую херню, все это засасываешь, закидываешь их вот как раз таки вот этим куриц к плотоядным, а всякую редьку к неплотоядным. Ну, кормишь их, они курят. Прикольно. Тут без базара. Ой, тут прикольно. Милая игра. Нет, да, она такая чисто спокойная игра, там чисто на такое развитие, там есть какие-то квесты, там такие, знаешь, типа подай, принеси, собери, неси и так далее. Она такая чисто легкая игра для расслабления, поэтому если кому-то просто нравятся такие игры, я бы вот посоветовал бы поиграть, прикольно. Совет от знатока. Не, ну серьезно. Во всяких подземельях можно ходить каких-то редких монстров, какие-то рецепты для того, чтобы создавать более большие, типа эти клетки. Там очень много. Ну, видим просто, наверное, вторая часть, потому что, типа, знаешь, всяких, типа, ресурсов больше добавили, всяких новых разновидностей, мне кажется, увеличилось. Ну, возможно, из-за этого, поэтому... Тут, если ты в первую часть плотно не играл, ты не знаешь, типа, что так тут есть, а что тут нету второй. Ну, я не скажу, что плотно играл, я так, наверное, часть 2 поиграл. О нет, что за мусор? Я надеюсь, что вы рады этому превью. Ее, по-моему, в Epic Game еще раздавали первую часть бесплатно, она у меня в Epic есть. Господи. Вот мой маленький слайм. О, я думал, Slime Rancher 2 еще разработки, а уже трейлер есть. Ну вот, еще один фанат у нас. Ну, видимо, уже и поиграть будет. Все, собирает монетки. Кто это? Это что, разработчик какой игры? Сталкера 2? Ах ты, грохульник. Никогда не понимал вот эту вот проблему. Ну, они же все это на 2023 год. Не, в том плане, что вот именно упаковать. Был резиновый балбоста. Where's my Uber? Где его Uber? Right, let's go. Реклама Uber? Реклама Uber. А это не его Uber. Это его жена? Ну, да. Он ее Uber'ом называет. Бам! Чуть не просто бортанул эту машину. Это можно расценить как сексизм? Наверное. Я в суд бы подал. Женщина ведет мужчину, это... О, разгоняет хайп, разгоняет. А, то есть они там ждали нормальную, да, трансляцию? Ну это то, что я как бы 2 дня назад, то, что в Австралии было. У них там все наоборот. О, Илон нам ту же игру продают 10-ра. Xbox, гони. Вы здесь все ради халявы. Это Xbox, который был сделан. Ну, это оригинальный.
Это Xbox, который типа коллаборация с этим Louis Vuitton. Понял, да? В Мельбурне, ребятки, тусанули. Hot Wheels. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So, Mike, let's start with why the team decided to bring Hot Wheels. Я прям, Лёш, я знаю, если я буду с тобой на что-то спорить, я буду спорить, что ты именно вот в этот цвет покрасился. Так что бойся. Вот у меня такой, желтая машина. Правильно, потому что ты кто ты, машина? Эта игра очень человая, ровно до того момента, пока не посмотришь на часы. Ну, такие игры именно чаще всего ты больше всего времени ты и тратишь, потому что такой сидишь, чилуешь, а уже потом оказывается, что ты уже 2 дня на работу не выходил. И тебя не могут найти никто. Кроме твоих леммингов. Ну, короче, теперь можно кататься на машинках. Вот, по тракам. Let's go! Orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice. Я тоже комбинезон купим и типа вот желтый покрасил. Смотри, она настолько крутая, что у нее даже чокер есть. Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately detailed rock formations. Могу только сказать одно. Forza очень красивая игра. Hot Wheels прикольные машинки. В принципе, в это можно поиграть, потому что это бесплатный DLC. Ребята молодцы, работают. Удачи им. Давайте доработают. Where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels. Ну, ведущая, конечно, огонь. There's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use the Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So вагонка на Севолс покрасила. You'll have the freedom to design, build, and share using the new Hot Wheels creation kit. Смотри, у него даже зебра толерантная. New track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community for players to discover and play. Нет, ты меня уважаешь. Нет, ты меня уважаешь. Player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels. Если что-то говорю я, это правда. А если вы думаете, что я говорю неправду, это вы должны привести доказательства, что я не прав. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So in a first Forza, you can join up with your friends and play from the very start. Ты просто ссылку на канал оставляй. Всегда и все. И ты видишь, ты популярен, но не там, где надо. Faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivers. О, там что-то про Horizon. Horizon Forbidden West, да? I absolutely love that. Final question. О, я абсолютно это люблю. I don't understand you. Oh, okay. X and S, Xbox One, Windows PC, and Steam. Steam, кстати, выйдет. А Forza 5 есть Steam, да? Я забыл об этом. Сексист. О, этот. Вот они. Вот они. Fall Guys. Игра, которая должна объединять людей, но на деле... После игры в эту игру хочется убивать людей. Да чё ты меня сбросил, мразь? Я вас всех ненавижу! Ненавижу! Плохую актерскую игру я ненавижу! О, это Леха зашел.
даже глубокое погружение в Minecraft Legends. Прям deep dive. Ой. Единственный сет, который мне понравился в этой игре, это госуслуга. Да, тут есть такой? Да. Прикольно. Но он ивентовский, у Тёмыча, по-моему, есть полный сет. Остального какого-то такого говна там прям просто обмазывайся. Понял, типа сет спартанца. Опять поринг. Верь. То есть он заруинил катку всем. Да. То есть он даже не смог нормально все сделать. Ну, там таких, знаешь, уродов сколько. Now onto our next block, pun intended of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise you never knew you needed. I'm here with Dennis Reese from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. But that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons. Что можно сказать про эту трансляцию? Вот я просто вот от себя скажу. Херня! Ну просто комментируют. Ну нахера мне их комментарии? Вы мне игры покажите. Нахера вы делаете второй день презентации игр, тех игр, которые вы уже несколько раз, блядь, показывали. Чтобы еще больше убедить тебя купить ту игру, которую тебе. Это меня не убеждает. Тебя нет, а других, да. Хорошо, вы мне тогда покажите много геймплея из этой игры и убедите меня, чтобы мне ее купить эту игру. А не показывайте мне просто ту же самую игру, которую вы тот же самый трейлер, который вы просто подготовили, просто несколько раз. Последний раз, вот я уже все трейлеры посмотрел, я уже всю игру прошел и все такое, поэтому все вот начали делать именно так. Поэтому тут как бы бесполезно обсуждать. Наймите человека, который посмотрит такой на эту херню и скажет, да, можно, допускаем, все окей. Тебя что ли? Вон Соники показали. А знаете, это просто это при альфа, это они уже выпускать собирались, а потом такие, а что у вас за херня-то выходит? Вот тоже вот покажите мне, пожалуйста, что у вас тут выходит, и мы обсудим это. Мне не надо вот это вот показывать, это ни о чем. Это реально ни о чем. Я понимаю то, что приходит разработчик и начинает мне рассказывать о том, как он любит свой проект, как они над ним старались, как они над ним долго работали. Это молодцы, не спорю, молодцы, то, что вы создаете игры, молодцы. Но мне это не интересно, как потребитель, который хочет, допустим, купить какую-то игру, вы меня этой игрой не заинтересовываете. Нет, это выглядит как какая-то обусловленная, какая-то кость, какая-то раздробленная. Это для таких вот, типа как ты, я и все такие, вот это вот нужны вот такие вот трансляции. Ты вот опять же какое-то зерно вычленяешь, и потом начинаешь на всякие... Ну вот зерно чего вот в этой трансляции я должен вычленить. Что Redfall, вот такая игра с уникальными механиками. Я вчера это уже увидел. Нет, но здесь ты уже можешь ссылаться на слова разработчиков. По словам разработчика, что они пиздоболы. Душнило. Добро пожаловать. Дайте, пожалуйста, мой свисток наушников. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities... Ты уйдешь, что народ повалит. Такое, все, пацаны, нормально, он ушел, Душнило ушел. А теперь мы начинаем нормальную нашу трансляцию. Это вот Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons прикольная игра. Вот хера ты не угадал, это новая игра. Не, по-моему, не показали Minecraft Dungeons. То, что, может быть, показали, да, тут новая игра. Так что ты не угадал. Ты типа уходи, либо душни. Я могу просто сидеть и душнить. Снял наушники из трансляции. It's coming out in 2023 on PC and console. Все, в 2023 году Minecraft Legends выходит на консолях и PC. И хотите следить за нами, добавляйтесь в Twitter. I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Все, спасибо, что приняли меня там. Торонто, Канада.
What up, everybody? It's your boy Kirsten, aka K. Ooh, hey, hello, man. How are you, man? Check out. So, let's get it in. Давай, мужик, да, покажи нам фан-фест. По всему миру устроили. Но есть одна страна, в которой нельзя это делать. Россия. Именно что. Давай. Идем брузить. Короче, ребят, что это херня полная. Я не знаю, серьезно, просто... Пойдем с такие ноготочки. О, донатсы. Мне кажется, если бы там были халявные, Леша оттуда бы не ушел бы никогда. Похоже на сегодня был крутой день. Спасибо всем нашим фанатам. Все. О, это новая игра. А, нет, это Hollow Knight. А. Это типа они показывают, что инди со всего мира к ним приходят. Уникальные культуры. Создают креативное типа видение. Тайники на это мы уже видели. Кстати, еще в прошлом году его видели. Я посмотрел, когда делал. Из Латвии. Из Чайны. The Perfect Day. Вот он. В Китае все грустное. United Kingdom. Южная Америка. Тогис. Бразилия. Сопа, Колумбия. В Колумбии-то, оказывается, не только снежком увлекаются, еще и игры делают. Видимо, под снежком Индонезия. О, японцы что-то такое нормальное сделали, интересно. Киберпанк кошачий. Малайзия. Филиппины. О, свари свой тайский супчик. Мехико. О, Австралия и Украина вместе делают. Австралия, Hollow Knight, Silksong. This is Indie Box. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this. Ой, это та, которая была ведущей в первый день трансляции. Ведущие второй трансляции спрашивают тут ведущий первый. Passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, ну так, ребят, все, Леша душнило ушел, все, можно заходить на стримчик. The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. Он говорит то, что вот мы поддерживаем все креативные идеи наших сотрудников, то, что они вообще молодцы большие. We think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? Короче, какие вот можем механизмы использовать, чтобы типа делать игры удобнее, приятнее, лучше. Какие новые игры показали? Да пару индюшатин новых показали, да и все, в принципе. Особо там ничего интересного не было. Даже Леха ливнул, а вот Баси не ливнул. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about вот эта фишка, ребят, представляете? Демо показывает людям, вот это новые фишки. Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3 and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game. То, что они сейчас про площадки, да, рассказывают, то, что можешь играть в демо и тех игр, которые показали на трансляции. И мы типа спрашивали у них про фидбэк их. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved.
And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that great feedback and players can engage with them. Ну, типа то, что выкладывают куски игры, чтобы собрать какой-то фидбэк по подписке Xbox Game Pass. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it, because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. Ну, хорошо, она спросила, ну, многие сейчас забывают про такую важную вещь, как, типа, связь, и каким образом Microsoft будут наращивать эту связь, и, типа, нет сейчас этих нормальных выставок. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with. Я очень не понял, вот эта женщина, типа, за что отвечает? Типа, за инклюзивность, я как понял, я просто не совсем понял. In the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is, for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. Типа то, что они с ее командой открыли представительство в Африке, типа, и начали нанимать людей из Африки. I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? And I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity, because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com, you can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also... Типа говорит то, что вот прорваться как бы в игровой индустрии, если типа делать вот игры для Xbox, то вам нужно всего лишь скачать вот с сайта, типа вот этот специальный dev-kit для разработчика Xbox, и начать в нем разбираться. I'm biased, obviously. I mean, yeah, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? Хочешь ли ты с нами чем-то поделиться? About the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But так сказать, она была... You know, recognizing that team is Ukrainian, they were based in Kiev. Looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all as a world Но у этой женщины, так скажем, столько всего в голове понамешано, что я прям боюсь с ней в какую-то дискуссию на эту тему вступать.
То, что, оказывается, в Сталкере-то только украинскую культуру-то отстаивали-то и показывали. They actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the show. Что же они сейчас покажут? О, боже мой. 1-1-3. Есть. Ну, я понял, дневники разработчиков. Ну, что сказать, действительно, людей-то жалко обычных, тут уже как бы бесспорно. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Мне нравится, было написано, парень сказал по-русски, началась война России с Украиной, а там внизу в субтитрах по-английски было написано «Россия напала на Украину». Мне нравятся комментарии от Microsoft уже личные. Сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі, наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр, я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Ну, мне нравится, конечно, что именно решили все это на Xbox показать. Да. Было бы неплохо, конечно, вторую сторону показать, но куда уж там. Сейчас покажут начало Сталкера 2. Ну я уж прям предвосхищаю. Они, кстати, сказали, что русскую версию больше не будут делать. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Ну, скажем так. Пока вот там трейлер первой, ну не трейлер первой части, а начало первой части, помните, да, где вот также на Зиле.
Ну вот опять эта труповозка, типа, где стрелок был. То есть все то же самое, что было тогда. Угу. Ну вот, типа, самое-самое... А, не, еще что-то покажут. Ну это же прям какой-то чернобылит начался. При всем уважении, это прям уже копирование чернобылита пошло. Там то же самое было. 2023, ну типа вот официальный перенос. Ну все. В принципе, как говорится, наверное, единственное, что здесь запомнилось, это только самая концовка про вот Украину. Опять же, повторюсь, обычных людей не жалко. Но так нагло только одну сторону показывать, это очень удобно. Всегда, причем, повторюсь, везде есть обычные люди, которые никоим образом никакому этому конфликту не причастны, но каким-то образом вы все пытаетесь подтянуть именно то, что вот только здесь люди страдают, а с другой стороны не страдали. Но это ладно. В любом случае, главное, что показали начало Сталкера, для тех, кому это важно. Мне, если честно, с каждой новостью, с каждым новым каким-то фактом, да, касаемо Сталкера, мне все меньше и меньше в него хочется играть. Но, так сказать, поживем, увидим. Ничего прям сверхъестественного из сегодняшней трансляции я не нашел. К сожалению, прям концовка, так сказать, ну, можно, не знаю, долго, конечно, это все описывать, но как есть. В общем, не знаю, скорее всего, буду делать, не буду делать ролик завтра на тему того, какие типа игры мне понравились вообще вот с этой всей псевдо-E3. Подумаю. Возможно, сделаю, чтобы, так сказать, и вам было удобно, и мне было удобно, чтобы вот в одном вот этом едином ролике сделать все эти игры, которые вот можно добавить в виш-лист, чтобы за ними следить, и в которых потом на будущее можно будет сделать обзорчик. В общем, как-то так. Честно, настроение подпорчено, ну, да и ладно, хер бы с ним. Прорвемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, можете даже дизлайки ставить, бейте в колокола и помните, UNIO